Приветствую, друзья! То, что сейчас происходит на Земле, пугает и восхищает одновременно. Природа будто восстала и показывает всю свою мощь, а мы становимся свидетелями ее ярости. Давайте посмотрим, что случилось за последние сутки. Все это реальные события последнего дня. Магаданская область постепенно оправляется от последствий разрушительной стихии, которая в течение 3 суток испытывала регион на прочность. Циклон, пришедший со стороны Охотского моря, принес с собой рекордное количество осадков. Снегопад был настолько интенсивным, что дорожные службы и дворники буквально не успевали расчищать улицы от бесконечных белых хлопьев. В связи с критической ситуацией в областном центре и прилегающих районах был введен режим повышенной готовности, а спасатели распространили экстренное предупреждение о высокой лавинной опасности на горных участках трасс. Непогода нанесла серьезный удар по транспортной логистике. В главной воздушной гавани Колымы из-за нулевой видимости и состояния взлетно-посадочной полосы один за другим отменялись и переносились рейсы, а движение по загородным автомагистралям пришлось полностью перекрыть для всех видов транспорта. В пиковые моменты стихии коммунальщики работали в усиленном режиме, однако объемы выпавшего снега превышали возможности техники. Сейчас циклон отступил, что позволило дорожным службам приступить к полномасштабной ликвидации последствий непогоды. Жизнь в регионе постепенно возвращается в привычное русло. Возобновлено авиасообщение, открыты основные дорожные направления. Однако полная расчистка дорог займет продолжительное время. В штатах Вайоминг и Колорадо циклон принес в регион Великих Равнин ветры ураганной силы. В Вайоминге метеорологи зафиксировали порывы до 175 км в час. По официальным данным, было зарегистрировано не менее 32 случаев опрокидывания фур, при этом около половины инцидентов произошло на трассе I-25 между Шайеном и границей с Колорадо, а остальные на проблемном участке I-80 между Ларами и Арлингтоном. Не менее сложная ситуация сложилась и в соседнем Колорадо. Из-за порывов ветра, достигавших 160 км в час, власти были вынуждены полностью перекрыть 30-мильный участок от Форт Коллинса до границы с Вайомингом после серии аналогичных происшествий с участием как минимум 7 полуприцепов. Удар стихии сопровождался масштабными разрушениями инфраструктуры. В Шайене ветер сорвал крыши с жилых домов и выкорчевывал деревья. В аэропорту Шайена был зарегистрирован рекорд скорости ветра, составивший 145 км в час. На пике непогоды без электроснабжения из-за падения опор ЛЭП остались более 32 тысяч потребителей. Несмотря на сотни поврежденных грузовиков, большинство водителей получили лишь незначительные травмы. На Камчатке в ночь с 13 на 14 марта зафиксирована резкая эскалация активности одного из самых мощных исполинов региона – вулкана Шевелуч. В ходе очередного этапа извержения произошел мощный взрывной выброс, в результате которого столб вулканического пепла поднялся на высоту более 8000 метров над уровнем моря. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, под воздействием преобладающих воздушных потоков, облако пепла начало стремительное движение в восточном направлении, в сторону акватории Берингового моря. В связи с реальной угрозой попадания абразивных частиц в двигатели воздушных судов на международных и местных авиалиниях, извержению был присвоен оранжевый код авиационной опасности. Власти Усть-Камчатского района предупредили жителей о высокой вероятности выпадения вулканического пепла в близлежащих населенных пунктах, в частности в поселке Ключи, расположенном в 50 километрах от подножия. Шевелуч находится в состоянии продолжающейся активности, характеризующейся ростом вулканического купола и периодическими сходами раскаленных лавин. Вулканологи ведут круглосуточный мониторинг, напоминая о разрушительных последствиях прошлых сильных выбросов, когда многосантиметровый слой пепла полностью парализовал жизнь в районе.
Поздно вечером в пятницу на межштатной автомагистрали I-471 в городе Ньюпорт в штате Кентукки произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с последующим взрывом и масштабным пожаром. На южном направлении трассы легковой автомобиль врезался в бензовоз, перевозивший более 31 тысячи литров бензина, в результате чего грузовик перевернулся на бок. Произошла детонация топлива, вызвавшая серию мощных взрывов и образование гигантского огненного шара, который был виден из соседнего Цинциннати. Пламя быстро охватило проезжую часть и распространилось через дренажную систему в городскую канализацию. Однако пожарным расчетам Ньюпорта и Цинциннати удалось локализовать возгорание. В результате аварии пострадали 3 человека, находившиеся в легковом автомобиле. Они получили незначительные травмы. Водитель бензовоза был осмотрен медиками и отпущен. Из-за инцидента власти штата были вынуждены полностью перекрыть движение в обоих направлениях. На Гавайские острова обрушился мощный штормовой циклон Кона, принесший с собой разрушительные ветры и экстремальные ливни. По данным крупнейшей энергетической компании Hawaiian Electric, удар стихии оставил без электроснабжения более 130 тысяч потребителей. Основной удар пришелся на наиболее населенный остров Оаху, где массовые аварии на сетях затронули около 123 тысяч клиентов. Еще несколько тысяч домохозяйств остались в темноте на островах Мауи и Гавайи. Порывистый ветер, скорость которого колебалась в пределах 80-130 км в час, проявил особую силу в районе к северо-западу от военной базы Скофилд Барракс. Там приборы зафиксировали порыв в 126 км в час. Шквал массово валил деревья и опоры линий электропередачи. Чрезвычайно интенсивные осадки спровоцировали внезапные наводнения и оползни, заблокировав ключевые транспортные артерии. На нескольких островах зафиксированы подтопление дорог, оползни и закрытие трасс. В частности, вода переливалась через мост на шоссе Камехамеха на острове Мауи, а на Молокае из-за паводка были перекрыты некоторые дороги. Аварийные бригады энергетиков перешли на круглосуточный режим работы, однако восстановительные операции осложняются сохраняющейся штормовой активностью. Власти штата призывают жителей избегать поездок в низменные районы, так как влияние циклона Кона на акваторию центральной части Тихого океана сохранится в течение ближайших суток. Вчера в испанском муниципалитете Эскалона в провинции Толедо произошло частичное обрушение конструкций знаменитого одноименного замка, являющегося объектом культурного интереса. Значительный фрагмент одной из внешних стен крепости, возведенной в 15 веке, обрушился. По счастливой случайности, в момент обрушения в зоне падения камней не оказалось туристов и местных жителей, что позволило избежать человеческих жертв. На место происшествия немедленно прибыли подразделения гражданской гвардии и муниципальные инженеры, которые оцепили прилегающую территорию и временно перекрыли доступ к прогулочным тропам у основания замка. Специалисты по сохранению исторического наследия Кастилии и Ла-Манчи связывают произошедшее с недавними затяжными дождями в регионе, которые могли подмыть фундамент и утяжелить древнюю кладку. Замок Эскалона, известный своей монументальностью и связью с инфантом Хуаном Мануэлем, уже давно требовал масштабных реставрационных работ для укрепления периметра. В настоящее время власти провинции проводят экстренную оценку структурной целостности оставшихся башен и стен, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение памятника архитектуры. Власти города заявили о намерении запросить дополнительные фонды у Министерства культуры Испании для проведения срочной консервации объекта. В горном регионе Джамму и Кашмир на севере Индии, в районе населенного пункта Татхри в округе Дода, произошел крупный обвал горной породы, который парализовал движение на стратегически важной национальной трассе NH-244. Причиной обрушения стали затяжные дожди и снегопады, которые дестабилизировали крутые склоны в этой части Гималаев. В результате обвала было полностью заблокировано дорожное сообщение, а округа Дода и Киштвар оказались отрезаны от остальной части штата. По счастливой случайности, в момент схода массива грунта рядом не оказалось проезжавших автомобилей.
На место инцидента для расчистки дороги направлены дорожные службы, однако работы серьезно осложняются сохраняющейся угрозой повторных обвалов. В прошлую субботу в Высоких Татрах опытный альпинист, совершавший спуск с вершины Рысы 2499 метров, самой высокой точки Польши на границе со Словакией, сорвался со склона. Мужчина пролетел несколько сотен метров вниз по опасному рельефу, однако ему удалось избежать серьезных травм. Остановив падение на более пологом участке, альпинист самостоятельно выбрался и, к удивлению подоспевших спасателей из горной службы, смог продолжить движение. Несмотря на пережитый шок и множественные ссадины, мужчина отказался от эвакуации вертолетом и совершил самостоятельный спуск к горному приюту у озера Морское Око. Тем не менее, спасатели в очередной раз предупредили туристов об обманчивой стабильности снежного покрова в весенний период и призвали к осторожности. В южной части Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая разыгралась песчаная буря, спровоцированная резким вторжением мощного холодного фронта. Экстремальное погодное явление накрыло бассейн Тарим и южные окраины пустыни Такламакан. Плотная стена песка и пыли рыжего цвета за считанные минуты снизила видимость в городских кварталах до нескольких десятков метров, а в ряде сельских районов практически до нуля. Это заставило власти объявить высший красный уровень метеорологической опасности. Движение по ключевым автомагистралям региона и работа аэропорта Хотана были полностью парализованы. Полиция перекрыла выезды из населенных пунктов во избежание массовых ДТП из-за пылевой завесы. Сильнейшие порывы ветра стали причиной повреждений сельскохозяйственных теплиц и обрывов линий электропередачи, оставив часть потребителей в Южном Синьцзяне без света. Метеорологи предупреждают, что из-за резкого похолодания и турбулентности воздушных масс запыленность сохранится в течение ближайших 24-48 часов, постепенно смещаясь в сторону восточных провинций Китая. В Пакистане, в провинции Пенджаб, установилась нестабильная метеорологическая обстановка, вызванная прохождением мощного атмосферного фронта. По данным Пакистанской метеорологической службы и Национального управления по чрезвычайным ситуациям, активная погодная система принесла в регион обильные дожди, интенсивные грозы и локальные случаи выпадения крупного града. Наиболее серьезные осадки были зафиксированы в административном центре провинции Лахоре, а также в городах Мианвеле, Саргодха и прилегающих к ним сельских районах. Штормовой фронт охватил обширные территории, затронув не только центральную и южную части Пенджаба, но и северные районы плато Патахар, включая окрестности Оттока. В ряде населенных пунктов шквалистый ветер и град привели к временным перебоям в подаче электроэнергии и незначительным повреждениям посевов в аграрных зонах. Однако в целом приход дождей был воспринят положительно, так как способствовал резкому снижению температуры и значительному улучшению качества воздуха после затяжного периода жары и смога. Синоптики прогнозируют сохранение влажной погоды в предгорьях Гималаев до конца недели. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.